Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 9 февраля, четверг. Как всегда, последнее, с моей точки зрения, важнейшее событие дня. И вот только что поступило сообщение о том, что противник начал якобы крупное наступление на Донбассе силами, опять-таки, якобы до 50 тысяч человек. До этого, буквально вчера, Институт изучения войны, базирующийся в Вашингтоне, высказал предположение, что вроде бы Россия начала или только на начальном этапе предполагаемого зимне-весеннего наступления. Но пока ситуация не ясна, и был, с моей точки зрения, делать какие-то комментарии по этому поводу было бы преждевременно. Дождемся более детальных сообщений с поля боя. Пока я вам хочу сказать вот что. Во время визита Зеленского в Великобританию премьер-министр Сунак сказал ему, что Великобритания поможет обеспечить Украине, я цитирую, решительную военную победу на поле боя в этом году. Кавычки закрываются. И это он сказал в парламенте Великобритании. Я вам должен сказать, что в англосаксонском мире политики такого уровня словами не бросаются. Тут взвешено каждое слово. Поэтому из этого и следует исходить. Тем более, что слова и поступки Великобритании последние, они были скоординированы с Вашингтоном, то есть два союзника действуют в этом плане рука об руку. Я вам уже неоднократно говорил, что в Вашингтоне принято решение о том, что Путин должен потерпеть поражение в этой войне. Я также считаю, что значительная, большая часть помощи, которая была обещана Украине в последнем пакете в Рамштайне, в Вашингтоне и в Великобритании, та помощь, которая была анонсирована буквально на днях, значительная часть этого должно поступить в Украину в последний момент, но вовремя. Некоторые, причем я бы сказал, наиболее важные системы вооружений для ВСУ из вот этих обещанных пакетов, насколько я понимаю, в значительной степени находятся уже на украинской территории. Но еще должен был вам сказать, что за месяцы, прошедшие с начала российской интервенции, в распоряжении ВСУ были такие виды вооружений, которые не анонсировались, и применение которых было для врага неожиданным. Если вы помните, в некоторых случаях я называл это ударами Святого Духа, причем без всякого святотатства. Это действительно удары сил добра по силам зла. Поэтому, если это наступление, то я смотрю на это с оптимизмом, будучи уверенным, что победа будет за нами. Враг вынужден в связи с вот этими последними обещаниями помощи, не обещаниями, а фактически выделением радикально новых систем вооружений в помощь Украине и перешагивая таким образом жирную красную линию, такую воображаемую, которую Запад, я считаю, имел, ну, я бы не сказал бы глупость, но напрасно он сам для себя прочерчивал эти красные линии. Так вот, значит, вот эти красные линии, перешагнутые Соединенными Штатами, Великобританией рядом других союзников по НАТО, они поставили Кремль в безвыходное положение. Потому что даже если посмотреть пропагандистские передачи кремлевские, из них уже видно, что они не знают, что говорить, и их кукловоды и режиссеры этих видеошоу пропагандистских не знают, какие тезисы проводить в жизнь. Особенно
это касается, вернее, такая ситуация возникла в связи с обещанием поставок ракет среднего радиуса действия. То есть это то оружие, против которого фактически, ну реально, если говорить без глупостей, то фактически противодействия у России нет. Но в связи с этим на пропагандистских каналах, вы знаете, я захожу иногда туда для того, чтобы проверить температуру по палате. Там царит разброд и шатание. Дошло до того, что присутствующие там штопанные пропагандисты многократного использования, они уже ссорятся друг с другом, не просматривается режиссуры. Очевидно, что режиссерам этих программ нет, у них нету, из Кремля для них не поступает инструкция о том, что говорить. И вот в обстановке этой какофонии иногда проскальзывает или звучит голос профессионального разума. И вот давеча выступил полковник Ходоренок, который, в публичном пространстве, на мой взгляд, это один, а, пожалуй, самый профессиональный и самый, если можно там быть вообще честным профессиональным человеком, так вот он есть. Когда он комментировал о предполагаемых поставках Storm Shadow, он сказал, что надо ожидать, что это состоится быстро, и что самолеты поступят быстро, и экипажи будут подготовлены быстро. А что остается Российской Федерации в этих условиях? Как подготовиться? Ответ был один. Надо постараться на поле боя что-то сделать. Вот так вот примерно. Причем это было сказано без особой уверенности на то, что так оно произойдет. То есть враг обреченно готовится обреченно глядит в глаза будущему. И если вот то, что сегодня они делают, это действительно наступление, надо ожидать, что это шаг от безысходности, потому что они понимают, когда полностью поступит это вооружение в распоряжение ВСУ, ситуация для войск Мордора будет совершенно безнадежной. Тем временем еще надо понимать еще вот что. Недавно, вернее, по результатам визита Зеленского в Лондон, британская печать, в частности, одна из самых влиятельных газет The Time, сообщила, что украинские пилоты, которые будут проходить обучение в королевских воздушных ВВС, они не будут ограничиваться на освоении только самолетов «Тайфун». После их тренировок они фактически смогут управлять любым истребителем НАТО. И, как сообщили в газете источники Министерства обороны, это обучение, эта программа направлена на наращивание долгосрочных возможностей ВСУ. То есть речь идет о стратегическом создании таких вооруженных сил Украины, в которых авиация будет укомплектована в техническом плане одними из самых лучших самолетов, которые имеются в распоряжении НАТО, и хорошими, отличными украинскими пилотами. Тем временем, вы знаете, что мы с вами следим не только за горячим фронтом на поле боя, на просторах Украины, но и на фронте экономической борьбы союзников против Мордора. Это один из важнейших вообще эксперты, с которыми я говорю, они подчеркивают, что без победы на фронте экономического и финансового давления на Россию, задача победы на фронте горячей войны становится сложнее. Так вот, с фронта
экономической борьбы интересная информация поступает. По результатам января месяца, кстати, должен вам сказать вот что, это все по оценкам западных, в основном западных экспертов, потому что российская экономика и статистика превратилась в то, что западные эксперты называют черным ящиком. То есть большая часть экономических показаний российским правительством засекречена. Но вы понимаете, что раз засекречено, значит дела там обстоят плохо. И западные эксперты получают информацию из других источников, ну, в частности, по импортным операциям они получают информацию из статистических данных государств, с которыми в основном торгует Россия. И тем не менее, значит, даже несмотря на вот эту секретность, введенную российским правительством в сферу статистики экономической, значит, то, что оттуда все-таки вытекает на поверхность, рисует ужасающую картину. Так, например, за январь месяц поступления в бюджет в виде налогов от нефтегазовой отрасли рухнули на 46% за один месяц, а расходы увеличились правительства на 59%. Понятно, вот эти 59% это расходы на эту безумную путинскую авантюру в Украине, на войну. Это колоссальная, конечно, цифра. Ну и в результате, то есть расходы в значительной степени превышают доходы, и то, и другое. То есть и доходы падают, и расходы увеличиваются, причем на колоссальные цифры. И в результате уже к концу января дефицит бюджета достиг 1,8 триллиона рублей. Между тем, в бюджете России на 2023 год заложено 9 триллионов рублей доходов от нефти и газа. То есть, чтобы бюджет был сбалансированный, надо собрать вот эти 9 триллионов рублей в виде налогов от нефтегазовой промышленности. За январь страна заработала только 425 миллиардов рублей. И если так дальше пойдет, то есть за месяц, и умножить это на 12, то мы получим, что страна не досчитается примерно половины тех доходов, примерно, которые ей будут необходимы для того, чтобы свести бюджет к нулю. Но и здесь приводятся данные, что средняя цена российской нефти, ее самой ходовой такой, самой премиальной марки Urals, болталась в январе месяце где-то на уровне 47-48 долларов за баррель, в то время, когда стоимость марки Brent, от которой отсчитывается традиционно цена Urals, и в нормальные времена Urals было где-то на 3-4 доллара максимум ниже Brent. Так вот, Brent сейчас уже где-то за 86. За январь месяц считается, что цена средняя Brent была 78. Ну, то есть, вот мало того, что его меньше покупают, российскую нефть и нефтепродукты теперь, она еще и гораздо ниже, практически по демпинговым ценам. Короче говоря, черный ящик становится все чернее. К тому же, это уже российские экономисты подсчитали, за прошедший год из страны иностранные инвесторы вывели 200 миллиардов долларов. Чтобы вы понимали, что такое 200 миллиардов долларов, с началом российской агрессии, как вы помните, Запад заморозил активы Центрального банка Российской Федерации, которые находились в европейских и американских банках. И общая сумма этих замороженных активов где-то, то есть там разные данные были, но где-то так примерно, грубо говоря, 360 миллиардов долларов. Это все активы Центрального банка, которые заморозил Запад.
360, а тут за год выведено из России 200 миллиардов долларов. То есть это сильнейший, как вы понимаете, удар. Пропагандистские кремлевские просто беснуются. Опять-таки, они не получают инструкции, о чем говорить, и договорились до того, что надо на ковер вызывать тех чиновников Центрального банка, которые наблюдают и фиксируют вывод этих денег, для того, чтобы они доложили народу, как они допустили этот вывод. А как они могли не допустить? Их дело сидеть и фиксировать. Что они могли сделать? Они не имеют к этому делу никакого отношения. Короче говоря, вот все нытье кремлевской, элитной, так сказать, штопанной пропагандистской публики сводится к безумным завываниям о том, что надо наказывать сотрудников Центрального банка за плохое состояние статистики, ну и вообще экономики. А что касается ситуации на поле боя, то они грозятся теперь провести денацификацию и демилитаризацию Парижа, Лондона и Берлина. Ну, сами понимаете, что это идиотизм. Они сами не верят в то, что говорят. Такая вот ситуация. В этой связи хотел бы вам еще сказать, потому что я отвечаю на многочисленное время от времени, отвечаю на те вопросы, которые мне поступают в виде обратной связи. Просят меня прокомментировать то полковника Макгрегора, то некого Риттера. Значит, смотрите, они продолжают давать свои интервью. Значит, это бойцы мусорного сегмента интернет. В последнее время они дают интервью. Есть такой господин по фамилии Неаполитано. Это бывший судья, который потом, значит, переместился в шоу-бизнес, работал на канале Fox. Не стал там настолько, канал Fox, вы понимаете, это Руперт Мердок, это республиканский канал, правый канал, и в начале каденции Трампа он его всецело поддерживал, пока пути не разошлись у Мердока с Трампом. Так вот, значит, его выгнали из Fox News, причем при Трампе еще, за якобы неадекватность. И господин Неаполитано сделал свой собственный канал, на котором, ну так, без ложной скромности я скажу, что у меня просмотров ежедневных, ну, в сотни раз больше, чем у этого Неаполитано. И вот он там и дает свою площадку. Это единственный, кто пускает в эфир Риттера и Макгрегора. Их не пускает даже в Newsmax. Это тот канал, который, ну, я вам рассказывал о нем, такой он, ну, у него по данным независимых рейтинговых агентств, зрительская аудитория насчитывает примерно 14 тысяч человек. То есть у меня в Соединенных Штатах Америки в десяток раз больше, наверное, чем у этого целого телевизионного канала. Там же и этот самый, как его, One American Network, то же самое. Одиозный совершенно дезинформационный канал. Но даже эти каналы не пускают Макгрегора и Риттера. Они вот болтаются у Неаполитано. И просмотры, я посмотрел их просмотры, значит, они варьируются от 1,5 тысяч просмотров за одно интервью до самой большой я там увидел 7 тысяч, причем один раз был. А так вот от 1500 до 2. То есть этих бойцов мусорного сегмента интернет, их не знает никто в Соединенных Штатах Америки, их никто не слушает. Это так вот где-то там под забором кто-то кричит, лает. Риттер, я вам говорил, это педофил, который работал в Москве, имел контакт с российскими спецслужбами, а затем залетел на педофилии, отсидел срок, и с тех пор его понесло, потому что это, видимо, Россия единственный источник его доходов, потому что больше работы ему он здесь не светит. Макгрегор хороший был полковник, командовал танковым подразделением во время войны в Ираке, но генерала ему почему-то не дали. Характер у него такой, ирландский, взрывной. Он, видимо, обиделся на Америку и возлюбил Путина. Короче, не слушайте их и не обращайте внимания, не тратьте время. Интересная информация, сенсационная.
Есть такой знаменитый американский журналист-расследователь Сеймон Херш. Когда-то судьба даже меня с ним сводила. И он спрашивал меня о всевозможных разведывательных операциях для своих расследовательских статей. Он был легендарный. Во-первых, он лауреат Пулитцеровской премии. Он известен тем, что раскрыл пытки, которые американцы, то есть ЦРУ, проводили якобы в Ираке, в тюрьме Абу-Граб. Затем он еще раньше до этого расследовал историю, когда американские вооруженные силы во время войны во Вьетнаме в одной из деревушек, типа Сангми, но это не Сангми, что-то другое там было, убили около 500 гражданских лиц. Ну и ряд других расследователей, то есть его имя гремело. Последнее время, правда, оно такое стало немножко подмоченное, ему сейчас 85 лет. Сейчас, говорят, в последнее время он ссылается в основном только на анонимные источники, которые никак невозможно проверить. Ну и, как говорится, с душком вроде бы пошло. Но это говорят его противники. Я бы так резко вопрос не ставил. Ну так вот, значит, он опубликовал расследование по поводу того, кто взорвал северные потоки в прошлом году. Вы знаете эту историю. Там идет расследование официальное, шведы, датчане проводят, кто там не проводит только. Но результатов нет. За последнее время опрошенная газетой The Times лондонской, 23 дипломата и сотрудника разведслужб в 9 европейских странах были опрошены по поводу того, считают ли они, что этот акт совершила Россия. И вот большинство из них выразило сомнение в этом. То есть сначала это были подозрения, что это дело рук Москвы, но пока никаких реальных данных, подкрепляющих этой версии, нет. И вот выходит расследование Саймона Херша, который утверждает, что это совершила ЦРУ по указанию Белого дома. И никого-то там, Васю Пупкина из Белого дома, а самого президента Байдена. И в этом деле якобы принимал участие, вернее, в замысле этой операции сам Байден, его помощник по безопасности Салливан, которого, я считаю, очень часто напрасно обвиняли в каких-то симпатиях к Кремлю. Затем там же присутствовал среди зачинщиков этой идеи Тони Блинкен и Виктория Нуланд, всем известная в Украине и в Российской Федерации. Перед ними стояло два вопроса. Первое. Как сделать так, чтобы никто не знал о подготовке этой операции? А если это covered operation, то, что называется на языке спецслужб, то есть это если тайная операция, она секретная, но о ней нужно уведомлять Конгресс. И вот это большой вопрос. А там утечка, просто неизбежная была бы. Как это сделать, чтобы обойти? А второй, как это сделать на практике. Так вот, для того, чтобы не оповещать Конгресс по этому вопросу, чтобы не было covered operation, президент Байден высказался публично. Это дело было буквально накануне российского вторжения в Украину, когда Байден пригрозил, что если Путин это сделает, то с Северным потоком-2 будет покончено, на нем поставят крест. И таким образом эта фраза, сказанная публично, была потом инициаторами этой операции, то есть Белым домом, была использована для того, чтобы перевести эту операцию из разряда covered operations, то есть тайной операции, в разряд сверхсекретных операций, о которых не надо докладывать Конгрессу. Таким образом, необходимость доклада была
обойдена. Ну и затем, как ее провели. Провели ее диверсанты-пловцы из военно-морской базы. Там есть центр вот этих ныряльщиков, подводных диверсантов в городе Панама-Сити во Флориде. Во время учений, значит, это было проведено, когда НАТО проводило учения в Балтийском море. И под шумок этих учений эти пловцы заложили заряды С4, вещества под названием С4, в разных местах этих газопроводов. Северный поток-1, Северный поток-2. Затем норвежский, подключили к этому делу Норвегию. Норвежский ВВС, самолет P-8 или R-8, сбросил, пролетая над этим районом, какой-то буй, который сделал соответствующий сигнал, и этот сигнал начал распространяться под водой к вот этим устройствам. Это заняло несколько часов, после которых они взорвались. Но, как видите, без сучка, без задоринки, и до сих пор никто не поймал за руку, как и что это произошло. О чем, в принципе, о чем это говорит, вот лично мне? Ну, во-первых, это говорит о том, что американцы настроены чрезвычайно серьезно. То есть совершить такую акцию, по сути дела, диверсию, это непростая задача. И принять решение о такой акции, это надо иметь, ну, не просто зуб там на Путина. Это нужно принять стратегическое решение против своего, по сути дела, главного противника. В истории было только один раз, когда нечто подобное ЦРУ совершало в отношении, ну, тогда это был Советский Союз. Они устроили подобный взрыв на, я вот сейчас точно не помню, то ли это был газопровод, то ли нефтепровод на территории Российской Федерации. И как-то вот ЦРУ туда умудрилось заложить взрывное устройство, или что-то там было заложено, я уж точно детали не помню, дело было давно. Короче говоря, рвануло оно все. И надолго эта труба была выведена из строя. Так это было вот столько лет, и с тех пор ничего подобного не свершалось. Это первое. То есть это свидетельствует о решимости, о принятом решении, как древнекиевский князь Святослав говорил, это «иду на вы», то есть это фактически чуть ли не объявление войны, тайной, которая становится явным рано или поздно. Второе, значит, он как-то так вот не соответствует мнению многих недоброжелателей администрации Соединенных Штатов. Там говорят, Байден слабак, там не принимает решения жестких. Но я вам скажу, принять такое решение это непросто. То есть ни один предыдущий президент Соединенных Штатов где-то 70-х годов подобных решений не принимал. Причем он сам участвовал в этой операции, когда он вот сказал ту публичную фразу, которая помогла обойти необходимость информировать об этом Конгресс Соединенных Штатов. Он стал участником фактически этой суперсекретной операции. Сюда же относится и Салливан. То есть я считаю, что после этой операции Байдена, если кто-то там еще и считал, что Байден слабак, а Салливан это чуть ли не агент Москвы, я думаю, что следует пересмотреть свою позицию. Ну и наконец, то есть в Америке все тайное рано или поздно становится явным. То есть участники, те, кто задумали эту операцию, я не думаю, что у них была абсолютная уверенность в том, что она будет секретной. Поэтому
И они не опасались, что она приведет, ее раскрытие приведет к необратимым последствиям в российско-американских отношениях, что она их нарушит, ухудшит. Им было плевать. Они уже приняли решение, что надо давить. Вот главный из этого вывод. Но еще я скажу одну вещь. Судя по тому, редко, вот я рад этому, поскольку наша специализация – это разведка, контрразведка, реальная вещь. Я многократно призывал своих зрителей не вдаваться в конспирологию, поэтому я так замечаю, что конспирологов среди моих зрителей достаточно мало, судя по тому, что они пишут, но все-таки есть. Так вот, значит, что я вам должен сказать. Вот вы видите, как было все задумано, чтобы даже Конгресс не посвящать в подготовку этого дела. И тем не менее, это все выплыло на поверхность. А почему? Потому что кто-то, как говорит Херш, кто участвовал в планировании этой операции, ему все рассказал в деталях. То есть один из планировщиков, можете себе представить. О чем это говорит еще раз мне? Вернее, мне она уже ничем не говорит, она просто подтверждает мою убежденность и вот мой опыт знания Америки, а я ее изучаю с университета 70-х годов прошлого века. Так вот, Америка – это та страна, в которой невозможно совершить какой-то конспирологический акт, который будет сохраниться в тайне в течение многих лет. Что я имею в виду? Прежде всего, там вот есть такая версия гуляет о том, что Кеннеди там был убит в результате заговора американских спецслужб, того же ЦРУ. Чушь это собачья. Вот обязательно бы кто-нибудь из тех, кто участвовал бы в такой операции, обязательно бы сбегал бы то ли Вашингтон-Пост, то ли Хершу, то ли третьему, четвертому Хершу, все бы об этом рассказал. То же самое касается популярной в некоторых узких кругах о том, что ЦРУ, вообще американские спецслужбы, сами разрушили вот эти небоскребы, что Бен Ладен и террористы к этому не имели никакого отношения. Тоже полная чушь. Это было бы еще, я считаю, что если бы это задумали, об этом бы участники рассказали бы еще в самом начале подготовки этой операции. То есть Америка – это не та страна, которой можно осуществлять такие акции, covert, тайные или еще супер тайные, надеясь на то, что это станет тайной навсегда. И может это и хорошо. В данном случае я считаю, что это хорошо, потому что даже раскрытие этой операции я считаю хорошо. Во-первых, я не утверждаю, что я полностью согласен с Хершем, потому что американское правительство, в частности Госдеп, назвал эту идею, историю абсурдной, то есть дезавуировал ее. Но тем не менее, вот я вам скажу так, что ежели я взвешу то, что сказал представитель Госдепартамента, и то, что поведал Херш, и так вот взвесить, чья история мне ближе, я бы сказал история Херша. Скажем так, более 50%. Я считаю, что он, скорее всего, прав. А что касается заявления Госдепартамента, он обязан был это заявить, что это абсурдная идея. Так вот, то есть я считаю, что это очень хорошая новость. Свидетельствует о том, что Соединенные Штаты не просто говорят, что они будут с Украиной до конца, а что они всерьез и надолго против Путина до его поражения. И это как-то так распространяется, такая позиция и на союзников Соединенных Штатов Америки. Так сегодня Польша объявила о том, что она закроет ключевой пограничный путь с Белоруссией до дальнейшего уведомления. Как говорится, тут сообщается это агентство Reuters, говорит, что, может быть, это связано с тем, что в Беларуси осудили польского журналиста польского происхождения на 8 лет
Является ли это единственной причиной или нет, но закрытие границ, вернее, пропускного пункта, это важнейшего, а там после этого могут последовать закрытие и других пунктов между двумя странами, европейскими в наше время, это серьезно. То есть война вступает в новую фазу, и я считаю, что у Украины есть, прежде всего, вооруженных сил Украины и украинского народа есть все основания для того, чтобы смотреть в будущее с уверенностью, что у нее сильные союзники, которые готовы предоставить всю необходимую помощь для того, чтобы, как сказал господин Сунак, уже в этом году ВСУ достигли решительной победы. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить это видео. И, как всегда, слава Украине, ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Мордор, как ранее Карфаген, будет разрушен. А вам, друзья, как всегда, здоровья, берегите себя, надейтесь и верьте, что победа к нам придет. До новых скорых встреч!